Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Здесь мы беседуем про растения и признаемся в своей большой любви к этим зеленым созданиям. Будем сегодня разговаривать про цикламен. Это очень большой, обширный род растений. И давайте сразу про его плюсы. Очевидный плюс – это пышное, красивое, обильное цветение, которое длится долго, около 3–3,5 месяцев. Растение считается сезонным, и в продаже оно появляется осенью, и по сути таким пышным цветением оно должно вас радовать с условно сентября по февраль или с октября по март, то есть вот в это вот пасмурное время, когда нам не хватает ярких цветов, оттенков. Второй плюс – это нетребовательность к яркому свету, даже наоборот. Это, скажем, такое одно из условий. Ему нельзя обеспечивать прямые лучи, его нужно притенять. Визуально кустик напоминает такой рой экзотических бабочек, которые приземлились вот на зеленую опушку. Ореол обитания этих растений достаточно большой, то есть от Испании там, до Ирана и даже встречается в Северо-Восточной Африке. Представляет он собой многолетнее травянистое растение, которое уходит на покой полностью, то есть остаются только клубни, луковицы. А порой есть другие сорта, которые просто уходит цветение, остаются вот зеленые эти листья. Листья сами по себе, вот они представляют такие темно-зеленые, кожистые листья вот формы сердца, и они расположены весьма на длинных таких ножках, черешках, таких вот мясистых, скажем так. И, как видите, листья очень сами по себе тоже симпатичные, декоративные, серовато-серебристый рисунок у них есть. В природе существует очень много цикламенов на самом-то деле, и создано огромное количество гибридов. Гибриды могут быть с белоснежными цветочками, разные гаммы розовых, темно-красные, бордовые, фиолетовые. У меня растение такого выразительно розового цвета, такого помадного. Что нужно знать о цикламенах, если вот у вас оказался такой обитатель дома? Это луковичное растение, и самое опасное для него – это залив луковицы. Собственно, он через какое-то время сразу сообщает об этом вот такими вот пожелтевшими листьями. Эти листья абсолютно нормальное явление, если вдруг ваш цикламен перестал цвести. Но, как видите, у меня это цветущая особь, и листья вот такие желтеют. По сути, уже готовится отмирать. Все, скорее всего, связано с заливом и в магазине, потому что, конечно, там нет возможности ухаживать, и люди, сотрудники поливают, например, в центр куста. Как правильно поливать цикламен? Будет достаточно, если вы будете поливать его раз в неделю. Идеально, если вы сможете это делать из поддона. Если у вас нет такой возможности, вам нужно очень-очень-очень аккуратно поливать его по краю горшка, не в центр, не заливать луковицу. Это критичный момент для него. Опрыскивать можно растение, но только тогда, когда оно еще не цветет. Значит, главное правило по поводу полива – аккуратно и не на луковице растения. Когда наступает период покоя, и вы можете сохранить растение, постоянно уменьшая полив. В общем-то, зависит от того, какой у вас конкретный сорт. Кто-то выносит в прохладное место в покой и сокращает полив минимально. У кого-то есть техники, когда горшок укладывают на бок. Об этом можно снять отдельное видео. Давайте конкретнее поговорим про освещение. Что касается освещения, то эти растения любят свет. Тут важно понимать, что это не растения, которые будут в темноте расти, но при этом прямые лучи не подходят, и держать их лучше в такой полутени. Хорошо они растут на западных и восточных окнах. Что необходимо для того, чтобы они хорошо развивались, это температура еще соответствующая.
Летом желательно, чтобы температура не поднималась выше 25 градусов. И, кстати, возможно, вот состояние этих листьев также еще связано с тем, что у нас была аномальная температура, было очень жарко, 32 градуса, и где-то, может быть, растения обеспечивали больше полив, чтобы сохранить его такой вот продажный вид. Что касается пересадки, то если вы купили цикламен вот в таком состоянии, как я это сделала, я купила его, кстати, за 2,5 евро. Это очень хорошая цена даже для этого места, где я их обычно покупаю, подарочное, можно сказать. Его нельзя пересаживать. Если вас не устраивает транспортировочный горшок, то просто поставьте его в какой-то вариант кашпо. Цветущее растение пересаживать нельзя. Но если у вас уже оно перестало цвести, то, конечно, можете это сделать, и вам нужна будет земля листовая, можно такой хороший перегной, и должна быть кислотность 5,5-6, уровень кислотности почвы. Что очень важно знать, нельзя полностью углублять корень, клубень, когда вы будете садить свое растение. То есть небольшая часть луковицы должна оставаться на поверхности. И что касается размножения, то, конечно, его можно выращивать с помощью семян, но это сложно, долго, и поэтому самый такой популярный вариант выращивания цикламена — это, конечно, деление куста. Я хочу вам показать, вот смотрите, вот как появляются новые цветочки, и это будет происходить в течение многих месяцев. Сейчас, честно говоря, конец августа, уже последние числа, и сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль растения планируют, по крайней мере, должно цвести, если для него будут обеспечены соответствующие условия. Конечно, наличие батареи — это пока временный вариант, пока не включилось отопление. Что еще хотела бы сказать, это растение в Европе часто считают таким букетным, то есть, во-первых, цветы цикламена можно срезать и ставить в вазу, они хорошо стоят, а также смысл в том, что когда растение перестает цвести, от него, по сути, просто избавляются. Оно считается таким сезонным украшением дома. Но, конечно, любители цветов могут ждать следующего сезона цветения. И, наверное, это и будет таким гуманным, правильным отношением к цикламену. Друзья, если у вас есть свои находки, как вы стимулируете пышное цветение цикламена, расскажите, пожалуйста, об этом в комментариях, а также задавайте свои вопросы. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.